Салют, Арнольд Аллен против Милказаэла Косты. Именно эти парни возглавляли прошедший UFC Vegas 117, который состоялся в Эпиксе. В соглавном бою Духу Чой бился с Даниэлем Сантосом. Бился также однопанчевый нокаутер Малькольм Веллмейкер. Николай Веретенников из Казахстана, а в прелимах устроились Брандейдж и Петровский. Меня зовут Влад Калугин, это обзор на все бои UFC, которые прошли этой ночью. Поехали! Прямые трансляции UFC, бонусы от партнеров, видео нокаутов после боев и громкие анонсы предстоящих турниров. Мы собрали все только самое нужное для фанатов в одном месте. Телеграм-канал Калугин ММА. Подписавшись, ты больше не упустишь ничего важного. А что касается бонусов от партнеров, то друзья из BC Game устраивают регулярные конкурсы в нашем телеграм-канале. То на $100, то на телеграм подарки. А новые пользователи могут получить бонус 220%. Ссылочка на телеграм-канал в описании. Залетай и оставайся в курсе всех событий. Для удобств QR-код будет на экране. Рекорд Шанны Беннон в UFC 2-2. Она проиграла дебютный поединок судейским решением, закрыла его 2 победами, одна из которых была добыта рычагом локтя, но в последнем бою Беннон вернулась к поражениям, уступив сабмишеном. Ее соперница сегодня Николь Кальери. В UFC у нее пока что нет побед. Первые 2 поединка Николь провела в наилегчайшем весе, но сегодня бразильянка спускается в дивизион соломинок, чтобы постараться добыть первую победу в UFC. Бой буквально за выживание в лиге. Все, что вам нужно знать про этот бой, это его результат. Да, я умею читать мысли. Николь Кальери задушила Шанну Беннон в 3-м раунде. Но даже если бы задушить не вышло, то по очкам она уверенно вела поединок, переигрывала как в борьбе, так и в стойке. Николь Кальери побеждает удушающим в 3-м раунде. Даниэль Барреса весьма возрастной боец для наилегчайшего дивизиона, ему уже 37 лет. В UFC испанец провел всего 3 поединка и одержал 1 победу. В последнее время Баррес дерется по разу в год, хотя в его-то возрасте стоит добавить. Его оппонент Луис Гуруле. У этого парня вообще 0-3 в UFC, еще ни одной победы он одержать не смог, хотя приходил в UFC на секундочку непобежденным бойцом. Обоим бойцам сегодня необходимо побеждать, чтобы остаться на контракте с UFC. Баррес начал бодро и в стойке ударов накидывал и тейкдаун добыл, но вот хватило его запала ненадолго. Еще в 1-м раунде Гуруле пытался исполнить сабмишен и был близок к этому. Но самая жара для Барреза была во 2-м раунде. Гуруле набрасывал целые серии в стойке, испанца серьезно шатало от пропущенных ударов, и в какой-то момент он начал уходить в глухую защиту, но вовремя из нее выбрался. В 3-м раунде ничего не изменилось, Баррес не смог, наоборот, только убедил судей в том, чтобы отдать бой Гуруле. Напропускал у сетки уйму ударов на ближней дистанции. Луис Гуруле выиграл бой единогласным решением судей. Элис Арделиан идет на серии из 2 побед. Румынской спортсменке уже 34 года, но в UFC она совсем недавно. Начала с поражения, но сейчас набрала неплохой ход. Соперница Полиана Виана. Дела у бразильянки похуже, 1-4 в последних 5 боях. Несмотря на навыки в БЖЖ, Виана часто и сама попадается на приемы. Получится ли Арделиан одолеть в партере, давайте смотреть. Элис Арделиан разгромно выиграла 1-й раунд и в стойке, и в борьбе. Во 2-й 5-минутке ничего не предвещало беды. Обычный гард, откуда Арделиан наносит удары сверху. Но она исполнила редкий прием замок лодыжки. Обычно такие приемы не прокатывают на профессиональном уровне, но в этот раз этого оказалось достаточно, чтобы Полиана Виана постучала. Элис Арделиан побеждает редчайшим сабмишеном во 2-м раунде. Коди Брандейдж дерется настолько часто, поэтому создается впечатление, что он побился абсолютно со всеми, кто не входит в топ-15. Многие удивляются, почему американцы еще не уволили, ведь его рекорд в UFC отрицательный. Да и сейчас серия из поражений. Сегодня у него в соперниках Андре Петровский. У американца была серия из 3 побед, но в последних 2 боях его кинули под молодых ребят – Кэма Роустона и Эдмона Шахбазяна. Оба поединка он проиграл, вероятно, и здесь у нас в очередной раз за сегодня будет битва за контракт. Раунд 1. В стойке тишина, никто не рискует, и в какой-то момент Брандейдж решил запрыгнуть на гильотину, и собственно все. Петровский пробыл сверху до гонга. За раунд по ударам на двоих 12 значимых.
И это скучное зрелище перестало быть скучным на первых же секундах второго раунда. Коди Брандейдж с наскока донес боковой удар, и Петровский рухнул на канвас, где Брандейдж брутально его добил, хоть и не быстро. Коди Брандейдж побеждает техническим нокаутом во втором раунде. Поединок двух рейтинговых девушек из легчайшего дивизиона. Кейтлин Виейра, ветеран лиги, у нее 14 поединков и 9 побед в UFC. Сейчас она занимает 5-ю строчку. Напротив нее представительница Португалии Жаклин Кавалькенти, 28 лет. Она находится на 11 месте в рейтинге. В UFC 5 побед без единого поражения. Все победы одержаны решением, и если сумеет пройти сегодня Виейру, то гарантированно присоединится к титульной гонке. И Жаклин Кавалькенти просто оказалась не готова к такому уровню. Борьба Виейры была не под силу девушки из Португалии. Она дала 2 раунда. В стойке Кавалькенти местами перебивала, местами было равенство, но, как это часто бывает, борьба была главным, ключевым фактором. И в таком рядовом бою Кейтлин Виейра побеждает единогласным решением судей 29-28. Бой двух непобежденных дебютантов. Томми Гант остался без соперника, и буквально на этой неделе поединок с ним принял Артур Минев. Гант, базовый борец, профессионально выступает в ММА только с 2024-го. В сентябре гильотиной в первом раунде выиграл поединок на претендентской серии Дэйна Уайта и получил контракт. Для Артура Минева это 3-й поединок за 10 месяцев. На данный момент он идет на серии из 4 побед в лиге Cage Fury. Гант быстро проходит в корпус, забирая доминирующую позицию в клинче и не отпускает. Весь раунд он был прилипчив и пытался перевести. Минев продемонстрировал и хорошую защиту, и отличный баланс. Раза 3 Гант сумел его свалить вниз, но Артур моментально поднимался обратно. И так прошел весь первый раунд. Во второй 5-минутке Гант не стал ничего менять, но был более успешен, настолько, что выиграл досрочно. Он смог оформить тейкдаун, занять маунт, Минев отдал спину, а Гант обрушил граунд энд паунд. Судья вмешался, Томми Гант побеждает техническим нокаутом во втором раунде. Тука Токас начал в UFC с 2 поражений от непростых соперников Умара Си и Наваха Стирлинга. Последний бой был 11 месяцев назад, и тогда он задушил во втором раунде Джуниора Тафу. Его соперник Иван Эрслан. Пока что в UFC хорвату не удалось одержать победы, но в карьере у него 11 финишей в первом раунде. Этот парень точно не любит задерживаться в октагоне. И несмотря на отсутствие побед в лиге, он сегодня шел фаворитом. Иван Эрслан сразу же стал заряжать плотные боковые. Токас держал руки у головы, но удары были настолько мощными, что пробивали его блок. 3 минуты он еле-еле держал эти удары, буквально выживал. Но Эрслан вымахался, просел по кардио, и последние минуты его ударами закидывал уже Токас. Пару раз сумел его пошатнуть, лютая рубка и хороший камбэк от Тука Токаса. Второй и третий раунды получились не столь яркими, но лучше в них оказался Иван Эрслан. Второй раунд он и вовсе за счет контроля в партере забрал, а в третьем просто перебил. В итоге 29-28 единогласным решением побеждает Иван Эрслан. Хотя Тука Токас неплохую такую заявочку на камбэк оформлял в первом раунде. До прошлого поединка у Николая Веретенникова было шаткое положение в промоушене, 1 победа в 4 боях. Но в феврале этого года он нокаутировал Нико Прайса на 2-й минуте боя и сохранил свое место в лиге. Сегодня ему предстоит бой с Хаусом Уильямсом. Американец моложе Веретенникова на 4 года. Последние 2 боя Уильямс проиграл, но этот парень обладает такой нокаутирующей мощью, что остается опасен в любую секунду боя. Если он побеждает нокаутом, то это гарантированный хайлайт. С первых секунд бойцы стали размениваться, и лучше в этих разменах был Хаус Уильямс и попадал больше и более акцентированно. Затем последовал клинч от Хауса, небольшое затишье, и вновь Уильямс понесся вперед с ударами. И парочка этих ударов дошли точно в цель. Николай на ногах держаться уже не мог, а Уильямс и не думал сбавлять обороты. Отправил соперника в нокдаун, рефери тут же вмешался. Хаус Уильямс побеждает нокаутом в первом раунде.
Тимоти Куамба взрывной боец с агрессивным стилем, поэтому частенько его поединки заканчиваются нокаутом. В UFC начал с 2 поражений, но смог реабилитироваться и оформить 2 победы к ряду. У его соперника также одинаковое число побед и поражений в лиге. В дебюте Бернардо Сопай был жестко нокаутирован Винисиусом Оливейрой, но то поражение Сопай смог закрыть, победив Рики Турсиуса решением еще в январе прошлого года. И вот Сопай возвращается после 1 года и 4 месяцев простоя. Раунд 1. Поначалу все было достаточно близко, отличные скорости, поочередные атаки, но вот вторая половина раунда была за Сопаем. Он и в стойке стал перебивать соперника, а главное, сумел забрать спину и выйти на удушающий. Удушающий был плотным, но Сопаю элементарно не хватило времени, чтобы довести его до конца, однако раунд забрал. Во втором раунде Куамба только дернулся нанести удар, как тут же был встречен боковым ударом. Нокдаун. Сопай почти целую минуту пытался добить, но не вышло, пришлось выйти на удушающий. Соперник стучит, Бернардо Сопай побеждает удушающим во втором раунде. Модестас Букаускас шел на 4 победах подряд и мог закрепиться в топ-15, но не смог одолеть Никиту Крылова в январе этого года. Его соперником сегодня должен был быть Родольфо Беллато, однако бразилец снялся и на замену ему на 5-дневном уведомлении вышел Кристиан Эдвардс. Это его второй бой за 84 дня. Сегодня он дебютирует в UFC, до этого выступал в Bellator и сделал себе там рекорд 5-3. Из-за короткого уведомления бой будет проходить в промежуточном весе. Удивительно странные чувства после их встречи. С одной стороны, непонятно, как Эдвардс дожил до решения, с другой стороны, оно было раздельным. Дело в том, что первый раунд был близким, но более акцентированные удары были за Букаускаса. А вот второй раунд вышел разгромным. Модестас был несколько раз в шаге от победы. Эдвардс выживал все 5 минут, много пропускал и плыл. А в третьем раунде реабилитировался, клинчевал и даже по ударам оказался впереди. По картине боя Букаускас разнес, но вот если оценивать раунды отдельно, что и нужно делать, конечно же, вышла только победа раздельным решением в пользу Модестаса Букаускаса. Малькольм Веллмейкер начал в UFC очень круто, с 2 побед с жесткими нокаутами и серьезно заявил о себе. Но его хайп утих после поражения Этину Юингу. Закрывать поражение ему придется против молодого перуанца. Хуан Диас дебютирует в UFC. На контендере он одержал победу нокаутом локтем с разворота и получил контракт, но сегодня он серьезный андердог. В любом случае, фанаты в этой встрече ждали нокаут, и неважно от кого. А вот дождались ли, давайте смотреть. Первый раунд долго ничего не было, кроме мощных мидл-киков от Веллмейкера. Затем клинч от Диаза, и на последних секундах Диаз в тайминг пробил оверхенд и отправил Веллмейкера на канвас. А затем еще и пробил колено по голове, но оно было нелегальным. Балл не сняли, но устно предупредили. Второй раунд, и Диаз понял, что бороться с Веллмейкером вполне можно, поэтому сразу именно этим и занялся. Перевел Веллмейкера и аккуратно, не торопясь, вышел на удушающий прием. Веллмейкер стучит. А Хуан Диас побеждает удушающим приемом во втором раунде и, можно сказать, оформляет апсет. Друзья, напомню, что видео финиши уже можно найти в нашем телеграм-канале Калугин ММА. Там есть абсолютно все, что нужно фанату UFC. Ссылочка будет в описании, QR-код на экране. Главный бой вечера. За последние 3 года у Ду Хо Чоя всего 3 поединка в UFC. Корейцу уже 35 лет. В 2025-м он не выступал вообще. Бой с Даниэлем Сантосом должен был состояться еще в сентябре, но Чой как раз таки травмировал колено. Его соперник, Сантос, идет на серии из 4 побед к ряду. Единственное поражение Сантоса было в дебютном бою, после этого не проигрывал. Оба не раз закатывали зрелищные бои, именно поэтому им отвели место в главном событии вечера. Начало максимально резвое, высокие скорости, много разменов, но самые опасные удары летят либо по воздуху, либо в блок. К середине раунда Сантос обороты не сбавил, а вот Ду Хо Чой стал теряться. Отличная серия апперкотов от бразильца, и по объему работы он стал превосходить корейца, и изначальный равный раунд превратился в победный раунд Сантоса. Вторая пятиминутка, Сантос клинчует, вроде все в порядке, но в середине раунда он начинает пропускать один джеб за другим. Ду Хо Чой прижимает его к сетке и хлестким апперкотом по корпусу складывает Сантоса.
Это нокаут после ударов по корпусу. Несмотря на проигранный первый раунд, Духу Чой собрался и добыл красивый финиш во второй пятиминутке. Главный бой вечера. 2 года назад Арнольд Аллен находился в тройке лучших полулегковесов UFC, но в последних 4 боях у него всего 1 победа. Сейчас в рейтинге он занимает 7-е место, на которое нацелен попасть его соперник Милказаэль Коста, которого в десятке сильнейших пока что нет, но у бразильца шикарная серия из 6 побед подряд. Оформляет жесткие нокауты, душит соперников и заявляет о титульных амбициях. Что ж, это ключевой тест, готов ли он к титульной гонке. Начал Арнольд Аллен шикарно, буквально сходу оформил нокдаун, накинулся на Косту, начал доминировать и в партере. Но как-то незаметно все перешло к тому, что 2 минуты Аллен был вынужден защищаться от бесконечных попыток Косты исполнить удушающий. Тот все время был за спиной, но не вышло, в концовке Аллен еще и выбрался и накормил ударами. И вот со второго раунда конкуренция становилась все меньше и меньше. Аллен серьезно превосходил Косту как в ударке, так и в грэпплинг-разменах. Это преимущество наращивалось так же сильно, как и счетчик ударов от Аллена. В третьем раунде Косте было прям совсем плохо. Он, конечно, моментами неплохо огрызался, но лишь моментами. 4-й и 5-й раунды в стойке Коста более чем составлял конкуренцию. Скорее даже заставлял Аллена бороться, но проблема-то в том, что Аллен очень хорошо боролся. Поэтому и эти раунды Коста не выиграл. Просто потому что конкурировать в борьбе было сложно. Победу единогласным решением, уверенную победу одерживает Арнольд Аллен. Заряжайте лайк и по традиции пишите, кто сегодня был неотразим, кто заслужил бонус. Переходите на канал и смотрите обзор на турнир MVP, где бились Ронда Роузи, Нейт Диас, Фрэнсис Нганну, Джуниор Дос Сантос и еще множество звезд прошлых лет. И жду вас в нашем телеграм-канале. До встречи именно там, друзья мои. Пока-пока.